Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. Это видео о Канаде. По большей части о том, как вы будете себя чувствовать спустя несколько месяцев пребывания здесь. После того, как решите основные насущные вопросы, борясь со стрессом, желанием вернуться домой и, наконец, принятием. Начну с рекомендаций о том, как максимально быстро и эффективно здесь решить основные важные вопросы. Чтобы сделать это, неотъемлемой частью является финансовая подушка, которую вы возьмете с собой. Если таковой нет, и по приезду вам сразу необходимо будет найти работу, будьте готовы к тому, что решение основных вопросов растянется на очень долгое время. Для наглядности расскажу, как сделали мы. Во-первых, мы прилетели и заранее нашли себе комнату, не полагаясь на то, что нам предоставят бесплатное жилье. Так как гарантий никаких нет, в основном их выдают семьям с детьми, и только в том случае, если есть свободные места. И делается это исключительно по прилету. Заранее забронировать бесплатное жилье нельзя. Поэтому в этом вопросе мы полагаться на удачу не стали. Следующим пунктом было получение документов и банковских карт. Далее оформление помощи, которую вы получите в лучшем случае спустя 5 рабочих дней после оформления. Мне же пришлось ждать недели 3, так как работник банка сделал ошибку в документах. Так что внимательно перепроверяйте все документы, потому что здесь такая проблема очень распространена. После этого мы оформили карты на бесплатный проезд. Затем мы занялись поиском жилья для постоянного проживания. И параллельно с этим рассылка резюме. Обо всех этих пунктах подробнее я уже рассказывала в одном из своих видео. Ссылку оставлю в описании. А насчет резюме. Здесь есть люди, которые могут сделать вам резюме, насколько я помню, около $15 за каждое резюме, но имейте в виду, что вам понадобится, по крайней мере, 4 разных резюме для разных работ. И каждое из них нужно будет слегка подгонять под каждую работу. Сделать резюме достаточно просто, но на это уходит время. Все же я бы рекомендовала вам разобраться с тем, как делать резюме, так как это не тяжело, и вам это пригодится не единоразово. А также не вижу смысла платить за эту услугу. Если будет достаточно желающих, я сниму видео о том, как правильно составить резюме. В общем, далее у нас получилось так, что одновременно мы нашли квартиру и получили ответ по поводу моей работы. Этот факт сильно нам помог в условиях аренды квартиры. Людям без работы и без кредитной истории не хотят предоставлять квартиру на обычных условиях. Арендодатель хочет быть уверенным, что вы платежеспособны. И иногда он может запросить депозит не за 1 месяц дополнительно, а вплоть до 6 месяцев. С нас хотели взять депозит за 4 месяца, но так как я уже получила работу, я попросила работодателя написать мне письмо доказательства о том, что я трудоустроена, и также там была указана моя зарплата. В итоге нам сдали квартиру на общих условиях. Месяц оплаты и месяц депозита. Для тех, кто приезжает сюда без финансовой подушки, будет гораздо тяжелее. Потому что как только вы найдете работу, все свободное время для оформления важных документов просто исчезнет. Во-первых, потому что все государственные учреждения работают приблизительно в одном и том же графике. Это с утра до 4-5 вечера. Скорее всего, такое же расписание будет и у вас. А на выходных не работает практически ничего. Даже чтобы сдать тест по английскому, вам придется подстраиваться под их график и, скорее всего, отпрашиваться со своей работы. Этот тест нужен для того, чтобы получить бесплатные курсы английского. Если у вас средний уровень английского, вообще не рекомендую тратить на это время, потому что эти курсы заберут у вас все свободное время, а толку от них практически никакого. А во-вторых, если вы сразу с корабля на бал, с прилета на работу, то мало того, что у вас не будет времени на решение важных вопросов и оформление документов, у вас не будет даже желания и сил этим заниматься. Так как на любой работе здесь, даже если вы будете освобождаться часа в 4 дня и приходить домой, любому иммигранту нужно время для адаптации, а на работе вы будете перегружены огромным количеством информации на непривычном вам языке, и вы будете приходить домой, ложиться на кровать и смотреть в потолок. И хорошо, если это кровать в квартире, которую вы не сняли на ближайшие 3 дня, а которую оформили на долгий срок, так как вы будете уверены, что хотя бы с этим вопросом вы разобрались. Далее хочу поговорить о транспорте. Все новоприбывшие могут получить карточку на бесплатный проезд в общественном транспорте, либо скидочную карту на проезд в транспорте. Условия отличаются не только от провинции, но и от города проживания.
Например, в Оттаве мы получили карты на бесплатный проезд на 6 месяцев, а в Торонто, скорее всего, вам дадут только скидочную карту, так как в каждом большом городе системой транспорта занимается своя компания. Я очень рекомендую заняться этим вопросом и получить карту, так как проезд здесь дорогой. В Онтарио один билет стоит $3,75 в среднем. А в отличие от этого, цена на бензин достаточно дешевая. $1.45. Может меняться в течение дня центов на 10-15. Мы обратили внимание на то, что ближе к ночи дешевле. Это один из пунктов, почему здесь все говорят, что без машины никак. Во-первых, это и дешевле, не учитывая стоимость машины и страховки. Также это сильно экономит время, и также это сильно экономит ваши нервы, потому что в общественном транспорте здесь ездят часто сомнительные личности, особенно зимой. В Оттаве плохие дороги. Я так подозреваю, что не только в Оттаве. Сильно покататься по Канаде мы еще не успели, но в паре провинциях были. Многие из вас, приехав сюда, в первые несколько месяцев купят машину, скорее всего. Те, кто не купит сразу, очень быстро задумается о покупке машины и о том, что нужно на нее накопить. Даже с минимальной зарплатой, если очень ужаться в расходах, это возможно. Но то, что здесь без машины никак, под этой фразой подписываюсь. И даже если у вас на момент прилета нет никаких водительских прав и опыта вождения, одна из первостепенных задач – сдать на права. Сдать на G1 просто – это обычный теоретический экзамен. После этого возможность получения прав G2 у вас будет только через год, так что не затягивайте. Это можно немного ускорить, если взять специальные курсы. Тогда вы можете сдать на G2, то есть вождение, через 8 месяцев. Эти курсы стоят около $600. Что вам дает водительское удостоверение G1? Во-первых, это официальный ваш канадский ID. Во-вторых, в целом вы можете водить машину, но только если на соседнем сидении находится водитель со стажем вождения больше 4 лет. В целом здесь такая градация удостоверений. G1, G2, G. Все его называют Full G. Full G по приезду могут получить только те, у кого есть стаж вождения 4 года минимум. Сдать теоретический тест очень просто. Если вы не уверены и вообще никогда в жизни не водили, потратьте на это максимум неделю и сдайте тест. Информации о том, как сдать тест, очень много в интернете, и ее легко найти, так как этот тест охватывает всего лишь 200 вопросов, 100 вопросов по знакам и 100 вопросов по теории. На экзамене будет 20 вопросов по знакам и 20 вопросов по теории, с возможностью сделать 4 ошибки в каждом. В некоторых странах есть правило, что если вы сдали тест на вождение на автомате, вы можете водить только автомат. Здесь все равно. Если вы сдали на автомате, вы все равно можете ездить и на автомате, и на механике, если вы умеете. На момент приезда в Канаду у меня был ровно 0 опыта вождения, но муж заставил меня сдать G1 по-быстрому, чтобы получить возможность поскорее сдать вождение. Сейчас я учусь водить на механике, но сдавать буду на автомате, потому что на механике пока что страшно, очень страшно. Еще относительно наличия автомобиля. Без него никак, так как здесь, например, метро часто ломается. Как-то я попала в ситуацию, когда пыталась зайти в метро, а оно закрыто полностью по всему городу. Естественно, опоздала на работу. И оказывается, его закрыли на несколько недель. Другой вариант, как передвигаться по городу, это автобусы, но на них тоже нельзя полагаться. Здесь как такового нет расписания, на которое вы можете рассчитывать. Иногда автобуса можно ждать и по 45 минут. Сейчас о приятном. То, во что вы влюбитесь моментально по приезду в Канаду, это природа. Здесь она восхитительная. Во-первых, природа, а во-вторых, животные. Ваша галерея с первых дней будет забита фотографиями белок, сурков, енотов, возможно, оленей и медведей. А теперь об основном, что вам не понравится в Канаде и к чему сложно будет привыкнуть даже спустя много месяцев пребывания здесь. Налоги. Они здесь везде. Конкретно в Онтарио налоги могут доходить до 20%. Налоги будут снимать с вашей зарплаты, налоги будут снимать при покупке продуктов в магазинах, налоги будут добавлять на счет в кафе, абсолютно на все. Допустим, в кафе это может доходить до абсурда. Предположим, вы покушали на $50. К вашей сумме добавят сумму налога, приблизительно $10, затем предложат оставить типсы, и после этого вам могут еще предложить оставить donation. В итоге вы можете заплатить в 2 раза больше той суммы, на которую вы рассчитывали.
Налоги, которые будут снимать с вашей зарплаты, в начале следующего года вы можете вернуть. Не полную сумму, но все же. Для этого нужно будет заполнить специальную форму о возврате налога. Для того, чтобы податься на это впервые, вам понадобится финансовый специалист, так как самостоятельно в этом сложно разобраться, и там много подводных камней, в которых нужно разобраться. И если вы сделаете ошибку, вы можете получить штраф. Если вы официально трудоустроены, ваш работодатель платит за вас налоги с вашей зарплаты. Если вы работаете на себя, то в конце года вам самому нужно будет подать налоговую декларацию. Поэтому ведите учет своих доходов. По приезду сюда, везде, где предлагали оставить donation, в дополнение к налогам, а его предлагают оставить абсолютно везде, даже в супермаркетах, мы поначалу оставляли, потому что, ну мало ли, тут так принято. Но достаточно быстро перестали это делать, потому что здесь и без этого деньги утекают как вода. Базово по налогам это все. Идем дальше. Я стараюсь вам разделить темы по пунктам. Если вы прилетаете в небольшой город, то при наличии свободного времени будет актуален вопрос, как вам занять свой досуг. Мы в Оттаве. Многие этот город считают скучным и что здесь нечем заняться. Те, кто так считает, я могу с уверенностью сказать... Да ты не искал даже! Да ты не искал! Искать надо! Здесь можно найти огромное количество вариантов, чем занять свой досуг, особенно в летнее время. Здесь в парках стоят грили. Приходи на пикник, жарь шашлыки. Квест-комната, эскейп-румы. Можно пострелять из лука, попрыгать на батутах. Большой национальный парк, в котором есть зиплайн, квадроциклы, хайкинг. В зимнее время там можно покататься на снегоходах, в упряжке с собаками. Как минимум 3 лыжных курортах в получасе-часе езды от города. Также летная школа, бесплатные катки. В Оттаве заливают целую реку, чтобы вы могли покататься на коньках. Также по городу здесь есть несколько теннисных кортов. Также есть картинг. При желании можно погулять с альпаками. Я уже не говорю о привычных нам занятиях, таких как кинотеатры, кафе и прочее. В летний период здесь начинается период концертов и фестивалей. Так что здесь огромное количество занятий. Стоит только поискать и выбрать подходящее. На развлечения, особенно в первое время, у вас будет очень мало времени. Ох уж у меня на сегодня очень много дел. Во-первых, мне надо срочно домой листать Инстаграм. Вы найдете работу, вы будете заниматься все еще документами, и с большой вероятностью вы углубленно займетесь английским или нет. Но для адаптации лучше грамотно распределять свое время, чтобы не сойти с ума. Про квартиры. Они здесь сдаются без мебели, это во-первых. А во-вторых, в спальнях, это касается и квартир, и домов, нет света, нужно покупать торшеры. Так что первое время вам придется немного потратиться на то, чтобы обустроить квартиру. Здесь есть специальные сервисы, которые помогут вам это сделать. Я об этом уже рассказывала в своем первом видео о Канаде. Сначала, скорее всего, вам придется работать на минимальную ЗП или почти минимальную, так как у вас нет канадского опыта работы. А другой опыт учитывается здесь постольку-поскольку. Возможно ли накопить с минимальной зарплатой? Если ужаться по расходам, это возможно. Накопили ли на данный момент мы? Нет. Но справедливости ради стоит сказать, что это потому, что каждый месяц у нас были какие-то серьезные, важные траты. Первые пару месяцев – это аренда квартиры и обустройство квартиры. Также очень важный нюанс, что в это время работала только я. Затем мы купили машину. В следующий месяц я купила швейную машинку за 1600. Потом начинался зимний период, мы сильно потратились на зимние вещи, так как прилетели мы в начале лета с 2 чемоданами. Ну и не так давно мы оформили брак, и на пару документов у нас ушло $500. Также стоит учитывать, что мы не сильно здесь экономим, так как мы приехали сюда жить, а не существовать. Немного о государственной помощи. Первое время до того, как мы ее получили, мы тратили свои деньги. Если не учитывать тот факт, что мы сначала тратили свое, государственной помощи на двоих хватает на 2 месяца. Мы посчитали свои расходы за первое время и благодаря этой помощи вышли в ноль. О сервисе по ремонту. Пару коротких историй, чтобы вы поняли, как здесь обстоят дела. У мужа сломался планшет, просто внезапно
перестал включаться. Его не роняли, не топили. То есть, скорее всего, там проблема с аккумулятором. Так как он инженер, он понимает, в чем может быть проблема. Просто нет оборудования, чтобы починить самостоятельно. Он пошел в официальный Apple Store, где ему сказали, что примерная проблема – это проблема с питанием. И они сказали, что они это не ремонтируют, они могут только заменить на новый. Стоить это будет $700. Затем он пошел в обычный сервис, который выглядит более-менее прилично. Там диагностика стоила $60. И эта диагностика включает в себя исправление мелких проблем. Далее они позвонили и сказали, что у него разбит экран. Но это нонсенс, так как проблема явно в системе питания. И экран здесь ни при чем. Сумму замены экрана озвучили $550. Он сказал, что менять экран не будет. Ему сразу же предложили скидку. И новая сумма озвучилась в размере $380. Он сказал, что подумает, перезвонил на следующий день и сказал, что забирает планшет. И они сразу предложили оплатить вместо $380 $315, что явно говорит о том, что изначально они пытались обмануть. Вторая история. Наш друг здесь работает автомехаником. И вот как у них все устроено. Приезжает человек с определенной поломкой, либо для осмотра автомобиля, и босс у механика сразу спрашивает, есть ли по виду у него деньги. Если у клиента по виду есть деньги, то босс говорит, что, допустим, надо менять тормоза. А это примерно $2000. Если по виду у клиента нет денег, то босс говорит, что с этими тормозами еще можно проездить год-полтора. Поэтому могу вам посоветовать, если вам нужно будет проверить автомобиль, и в одном сервисе вам скажут, что вам нужно много чего отремонтировать и заплатить кучу денег, смело едьте в другой сервис. Ну и напоследок, по мелочам. Местный канадец рассказал нам, как здесь называются $1 и $2 монетками. $1 называется луни. Есть такая порода уток, которая называется лунс, и она изображена на долларовой монетке. $2 называется туни, от слова «два». Ту. Вам понадобится эта информация, чтобы понимать местных в определенных условиях. Например, на улице к вам может подойти бездомный и попросить дать ему луни или туни. Также в супермаркетах, если вы расплачиваетесь кэшем. Ну и однажды мы были в баре, где есть старые игровые автоматы, и в качестве оплаты использовались монетки луни. Алкоголь продается здесь только в специализированных магазинах. В супермаркетах, в очень редких, можно найти максимум пива. Одна из первых знакомых в Канаде сказала мне, что одежду здесь можно покупать в супермаркетах, типа Walmart. И я такая... Чего? Но здесь в супермаркетах и правда есть одежда даже тех брендов, к которым мы привыкли. Тот же Reebok, например. По приезду многим из вас будет непривычно каждый день видеть улыбчивые, добродушные, приветливые лица. Мы к этому не привыкли. Я это не понимаю, мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. И мне это изначально казалось неискренним и лицемерным. Но для канадцев это нормальная практика, просто вежливость. Хорошее умение. И этому не так просто научиться, если ты не привык улыбаться без повода, как я, например. Но эта канадская вежливость – одно из того, что вам в Канаде понравится. На этом все. Надеюсь, мне удалось дать вам много полезной информации. Учитывайте все эти нюансы, трезво рассчитайте свои силы, взвесьте все за и против и определитесь, стоит сюда приезжать или нет. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся в следующих видео.